Ну, вкуснятина. Вместо абрикосов вы можете взять любые фрукты или ягоды, и у вас получится вот такой вот чудеснейший, красивезный пирожок. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший, красивейший пирог с абрикосами, который, в принципе, вы можете приготовить с любыми другими фруктами или ягодами. Берем 170 граммов муки, половину чайной ложки разрыхлителя, четверть чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара. Перемешаем сухие ингредиенты ложкой. Берем 70 граммов сливочного масла, оно у меня из морозильной камеры, и натираем на крупной терке. Масло все время обмакиваем в муке. Обмакнули, натерли, обмакнули, натерли. Если у вас есть блендер с чашей, то можно это тесто буквально за 30 секунд сделать при помощи блендера. Слегка вручную перетираем сухие ингредиенты с маслом, чтобы у нас получилась вот такая неравномерная крошка. Добавляем сюда 70 граммов сметаны. Сначала вымешиваю лопаткой, чтобы сметана у нас разошлась. И дальше будем замешивать тесто вручную. Перекладываю тесто на поверхность для удобства. И теперь нам не нужно слишком долго его вымешивать. Нужно, чтобы просто оно объединилось в единый ком. Сейчас под действием теплоты рук масло начнет таять, и все тесто у нас будет более податливым. Тесто перекладываем на пищевую пленку и немножко вот так вот его распластаем, чтобы потом нам было удобней его раскатывать. Накрываем пищевой пленкой сверху. И теперь кладем в холодильник минимум на 20 минут, можете оставить и подольше. Холодильник нужно класть для того, чтобы потом нам было легче его раскатать и тесто не рвалось. Дальше берем абрикосы. У нас должно получиться 400 граммов мякоти абрикос без косточки. Косточку убираем. Хочу вам показать, как вариант вы можете выложить сразу половинки абрикосов на нашу основу из теста. Или же сделать так, как я буду делать, а именно нарезаем абрикосы на дольки. Подготавливаем форму. Можно взять вот такую разъемную диаметром 22-24 сантиметра. У меня же сегодня будет вот такая форма диаметром 26 сантиметров. Чем меньше у вас диаметр формы, тем выше у вас будет сам пирог. Но сегодня я хочу сделать именно, чтобы он был пониже, но при этом такой вот большой, красивый. Тогда он пропекается намного быстрее и выглядит тоже очень красиво, как и высокий пирог. Чтобы удобно было достать пирог, используем пергамент. Я его пожмакала, чтобы он легче помещался в форму. Для заливки я беру 200 граммов сметаны, у меня жирностью 25%. Добавляю сюда 1 яйцо, 10 граммов ванильного сахара для аромата и также 120 граммов обычного сахара для сладости. 2 столовые ложки муки. Все перемешиваем до однородности. Сметанная заливка у нас полностью готова. Когда сахар растворится, она стает вот такой вот чуть более жидкой, и абсолютно она сейчас однородная. Раскатываем тесто. Я это сразу буду делать на пергаменте. Слегка его присыплю мукой. Освобождаем тесто от пищевой пленки. Выкладываем. Сверху тоже немножко мукой, чтобы скалка не прилипла. Я раскатала вот такой вот круг диаметром где-то на 2 сантиметра больше с каждой стороны, нежели наша форма. Получается где-то 30 сантиметров. Если у вас диаметр формы меньше, то бортики вы можете сделать чуть больше, 3 сантиметра. Перекладываю тесто в форму и здесь его поправляю. И вот так вот вкладываю в форму поближе к бортикам. Сейчас уже прогревайте духовку до температуры 190 градусов и запекаем основу 10 минут. Накалываю тесто вилкой, чтобы оно не пузырилось при выпечке. Как я и уже сказала, выпекаем 10 минут при температуре 190 градусов, верхний и нижний нагрев без конвекции. Вот так вот у меня подрумянилась основа. В зависимости от мощности вашей духовки, от того, как она печет, на это может уйти от 10 до 15 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. И теперь вот так вот аккуратно выкладываем абрикосы.
Если вы выбрали тот вариант, который с половинками абрикос, то просто распределяйте их по всей площади основы для пирога. Вот так красиво получилось. Теперь нам нужно сверху вылить заливку. Перемешиваем ее снова и аккуратно заливаем. Сейчас она у нас затечет во все отверстия. И теперь выпекаем пирог еще 30-40 минут до красивого румяного цвета при температуре 190 градусов. Верхний и нижний нагрев без конвекции ставим на средний уровень. И вы только посмотрите, какой красивый, румяный, аппетитный пирог у нас получился. Я запекала еще 40 минут. Вот такая красота в итоге у нас вышла. Я оставила пирог в форме где-то на 30-40 минут, чтобы он остыл и немного стабилизировался. Теперь достаем его из формы. С пергаментом это очень легко можно сделать. Все, готово. Посмотрите, как он у нас красиво зарумянился, отлично пропекся. И теперь его можно снимать из пергамента и переставлять на блюдо для подачи. Переставляем на блюдо или на досточку для подачи и дальше просто разрываем пергамент. Готово. Отрезаем кусочек с большим удовольствием. Посмотрите на этот роскошный, красивезный пирог. Также хочу вам показать донышко. Оно полностью пропеклось, зарумянилось. Все у нас держит форму. Вкуснятина. Вместо абрикосов вы можете взять любые фрукты или ягоды. И у вас получится вот такой вот чудеснейший, красивезный пирожок. Просто неземной пирог, очень вкусный, нежный, можно даже сказать, что он похож на торт, потому что здесь есть и тесто, и крем, и фруктовая начинка. Обязательно порадуйте себя и свою семью этим летом такими вкуснейшими пирогами с любыми ягодами или фруктами. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов!